началом ролика я хочу вас просто-напросто спросить, а чем вам нравится Геншин? Ответы, конечно, я жду от вас в комментариях. Я же отвечу на этот вопрос так. Свободой. Вот и все. Здесь, в этой игре, тебе никто не скажет, что нужно одевать персонажу, кого нужно качать. Кого хочешь, того кем хочешь, тем и играй. Вот. В принципе, именно этим меня и зацепил сам Genshin Impact. Но эта игра всеми известна как гача. Именно поэтому гайды по этой игре слишком огромное количество. Вот. Ну и я решил тоже на этом лоне тоже сделать гайд на новоиспеченного персонажа Розария. Что ж, всем привет, дорогие друзья, подписчики канала, с вами Макс Плей, и сегодня мы с вами сделаем гайд на Розарию. Как-то так. Для начала нам нужно разобраться, кто же такая Розария. Розария — это новый персонаж, 4-звездочный, офигеть. И также она является монашкой, хотя это лишь только название. То есть на самом деле она не она хоть и является частью церкви, по сути она отстранена от всех. То есть она не участвует в разных праздниках, она не участвует в церковных заданиях и так далее. То есть она такой вот. Хоть она и является церковной частью церкви, она не церковная наша девушка. Но это и не важно. Вот, давайте посмотрим, какие у нее таланты. Копье церкви. Обычные 5 ударов копьем. Кстати, все сравнивают ее с Сяо, то есть обычные атаки Розарии и Сяо. И говорят, что это Сяо на минималках, типа похожие. Что ж... Нет. Вот вам. Сюда я поставлю геймплей Розария, а сюда Сяо. И скажите мне, одинаковые они или нет? На пятом уровне мы имеем вот такие вот статы. Довольно-таки неплохие. Казнящая исповедь. Розария просто телепортируется в спину врага и бьет. При этом имеется неплохой урон. То есть вот это она сама телепортируется, а 136% это уже сам удар. И обряд кончины. Это ее ульта. Ульта тоже имеет огромный дамаг. И длительность у нее 8 секунд, откат 15, а энергии затрачивает 60. Не так уж все и плохо. Довольно-таки быстро она может накопить свою ульту. Как-никак, сама Ешка тоже имеет небольшой откат. Так что можно даже и не смотреть на восстановление энергии. Во. Следующий у нас талант. Это покаяние призрака. Атаки со спины, навыка казнящая исповедь. То есть вот этой Ешкой. Увеличивает шанс крит попадания Розарии на 12% в течение 5 секунд. По сути, довольно-таки очень хороший талант. Пассивка у нее хорошая. Даже, я так скажу, офигенная. Поддерживающая тьма. Активация навыка заключительный отряд. Ну, это, мне кажется, отряд кончины. Ульты, короче. Увеличивается шанс крит попадания всех членов отряда, кроме самой Розарии, на 15%. От шанса крита попадания Розарии в течение 10 секунд. Добавленный таким образом шанс крит попадания не может превышать 15%. Такой себе на самом деле талант. Он полезен,
но лишь 15% от самой его шанс крита от Розарии, это капля в море. Ну и путь в ночи. Увеличит скорость передвижения отряда в ночное время на 10%. В подземельях, Витой бездни и подземельный навык не действует и со схожим пассивным талантами не суммируется. То есть с персонажами, которые увеличивают скорость передвижения пассивным талантом, тоже не работает, короче. Это, кстати, довольно-таки тоже приятный бонус для многих людей. Для меня так точно. Я после того, как выпил Розарию и вкачал ее, я и ночью побегал с ней, я вам так скажу. Это must have. То есть этот навык, он хорош. Талант. Теперь смотрим созвездие. При критическое попадание скорости и урон обычной атаки Розария повышается на 10% в течение 4 секунд. Это мне напоминает первое созвездие Синь-Янь. При крит попадании увеличивается скорость обычной и заряженной атаки на 12% в течение 5 секунд. Может возникнуть раз в 5 секунд. Но тут есть кое-какая разница. Дело в том, что у Синь-Янь это просто увеличивает скорость атаки на 12%. У Розарии же и скорость атаки, и обычную атаку, сама атаку, она увеличивается на 10%. То есть это очень полезное созвездие, его лучше тоже выбить. Несчастная Земля увеличивает длительность существования ледяного копья на 4 секунды. Тоже очень полезный навык, особенно если вы собираете ее в саппорта. И не саппорта тоже полезный навык. Третье созвездие и пятое созвездие лишь увеличивает Ешку и ульту на 3 уровня. Четвертое. Крит попадания навыка «Казнящая исповедь» восстанавливает 5 единиц энергии Розарии. Может возникнуть не более одного раза за каждое использование навыка «Казнящая исповедь». Тоже довольно-таки спорный момент. По сути, четвертое созвездие для ДД. Если вы хотите Розарию в ДД, то это созвездие вам не нужно, по сути. Потому что это больше для саппорт ДД Розарии. Короче, нормально. И последнее. Божественный суд. Атаки навыка обряд кончины. То есть, опять же, ульты. Понижает физ сопротивления врагов на 20% в течение 10 секунд. Опять же, это и для самой Розарии хорошо, если вы ее делаете в физ ДД. И будет хорошо просто для обычного, для и саппорт Розарии. Вот. С этими талантами определились. Теперь давайте по оружию. С оружием у меня, конечно, сильные проблемы, потому что у меня только одно. Это копье драконьего хребта. И я вам так скажу, это как раз таки единственное оружие, которое ей и подходит на самом деле, потому что, просто почитайте, попадание обычной или заряженной атакой имеет 60% шанс создать над противником ледяной кристалл, уронить его, нанося 80% урона силы атаки по площади. Но если противник имеет эффект Крио, то наносимый ему урон 200% от урона силы атаки. То есть это копье как раз таки создано для Розарии. Давайте теперь пройдемся по артефактам. Артефакты у меня вот такие. 2 рыцаря и 2 глада. И кубок на физурон. Статы вот такие. То есть тут сила атаки крит урон. Крит урон, сила атаки.
очень хорошее, кстати, перо мне выпало. Крит урон, то есть часы не очень хорошие, и их нужно будет поменять. Кубок очень прекрасный, я его не уберу вообще, наверное, никогда. Крит урон, сила атаки, ну и немножко защиты. И сам он на физурон. Ну и шапочку я выбрал на шанс крита, крит урон и, ну и остальные энергии просто, ну, попалось. Самое лучшее это, конечно же, крит урон. Ну, ладно, я его потом заменю, когда найду хоть что-нибудь хорошее. Ну, лучше, чем вот эта корона. Пока что он вот такой вот. Крит урон зато дает. Крит урон. И получается, что по статам у меня 36% шанс крита и 115% крит урона. Почти нормально. То есть лучше, конечно же, иметь 50% шанса и 100% крита, но у меня вот так. Так, а теперь давайте определимся с... Итак, какие еще подойдут розарии? Как его зовут? Итак, какие еще подойдут розарии сеты артефактов? Это, конечно же, заблудшие в метели. Это церемонии древней знати. То есть, заблудшие в метели даже подойдет, если вы ее делаете в ДД. А уже церемония древней знати уже для саппорта. Тут уже куда деваться. Больше, ну, другие сеты, я думаю, уже будут бессмысленны. Итак, теперь давайте разберемся, какая же команда подойдет для нашей розарии. Розарию мы будем использовать в физ. Урон именно поэтому будет плевать, какая команда будет у нашей монашки. То есть можно добавить 2 пиро-персонажа для того, чтобы был пиро-резонанс, который добавляет 25% к силе атаки. И добавить уже какого-нибудь хиллера. Например, я выбрал Джин. Можно Барбару. Так вы можете замораживать персонажей путем Ешки, Розарии и обычной атакой этой Барбары, или наоборот. Либо за место Джин можно поставить Диону. Диона у меня здесь нету, поэтому как-то так. Если вы хотите вкачивать Розарию в Крио, я вам покажу, то вы уже не обойдетесь без Чугуна, ну и самой Розарии. А остальные, вот эти 2 персонажа, их можно поменять спокойно. Барбара будет у нас как хил, то есть это вообще именно сам хиллер. Тут по-другому никак. И Сахароза. Сахароза, я ее выбрал для того, чтобы, ну, просто разносить, ну, рассеивать и так далее. Ну, что делают анемо персонажи. Вот. Так сказать, бюджетная версия Венти. Да. Так вот. За место нее можно поставить любого персонажа, кроме, конечно, тех, кто является ДДшниками. Ну и, конечно же, последнее у нас именно саппорт Розария. Саппорта Розария я рассматривать уж, извините, но не буду, потому что тут и так все очевидно. Вы качаете Розарию в саппорта, то есть больше выбираете восстановление энергии, пытаясь сделать так, чтобы было больше шансов крита и самого крита. Вот, и используйте только Ешку и ульту. Все. В основном у вас будет главный ДД, хиллер, ну и тот, кто будет реакции делать. Все.
принципе, на этом мой гад и закончился. Извините, что он оказался довольно-таки таким сумбурным и не особо информативным, просто потому что это мой, во-первых, мой первый гайд, и во-вторых, я просто-напросто не вижу смысла в них. Каждый же человек играет так, как он хочет. Вот. А напоследок я вам покажу, как играется Розарий на физбилд и на Крио. То есть физ ДД Розария и Крио ДД Розария. Единственное, у меня будет плохо с Ешкой и ультой. Ну, Кьюшкой и Ешкой. Почему? Потому что они у меня не вкачаны от слова, ну, совсем. Вкачивать я их не буду, потому что я играю именно физ Розарий. Ну, если вам понравится Крио Розария, то что вам мешает? Просто будете тогда качать и копье, и ульту. Ешку потом. То есть лучше, конечно же, больше сил в обычной атаке, конечно, влить. А уже второстепенная будет на втором месте ульта, а на третьем уже Ешка. Но Ешка важна. Что ж, на этом я с вами буду прощаться. С вами был Макс Плей. Я вам, конечно же, покажу, как она играется. Вот. Кстати, я еще создал свой канал в Телеграме, так что, если хотите, можете зайти. Я там просто лампово общаюсь с вами. Вот, делюсь всеми своими сокровенными секретами за кадром. Вот. Не секретами, конечно. Ну и ладно, короче, плевать. Также в описании все ссылки, куда вам можно и нужно зайти, чтобы посмотреть другие мои ущербные каналы. Вот, ну а с вами был Макс Плей. До скорых встреч. Пока. Кстати, да, еще гайды, возможно, будут. I'm not strong enough to stay away. I can't run from you. I just run back to you. Like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of pride, and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees.